Distill Nations. Подписывайся. Всем привет, друзья! Вы на канале Distillation, и сегодня у нас видео на тему очистка и фильтрация дистиллята. История такова, что делал я яблочный дистиллят, делал я его из двух видов браг. Первый вид это покупал яблоки в магазине, сбраживал их фруктовыми дрожжами. Вышло мне затор на 30 литров. И второй 30 литров я делал затор из яблочного концентрированного сока. Потом по отдельности его перегнал на спиртсырец. И уже спиртсырец вместе смешал. И при дробной перегонке получил ароматнейший дистиллят. Просто и на вкус получился суперовый. И, скажем так, и вкус ароматические его свойства, и на запах, по моему мнению, просто вышли супер. Но при разбавлении его до питьевой крепости тут пришла, скажем так, беда пришла и не за откуда. Появилась аполесценция. Как видим, в бутыльке у нас стоит мутнячок, скажем так. Да, конечно, можно было его перегнать еще раз и, соответственно, уже избавиться от этой проблемы, но хочется сохранить тот вкус и ароматику этого продукта. Увидел в интернете системы фильтрации, много смотрел, но один нашел, скажем так, на мое мнение, которое имеет место быть, и сейчас мы его опробуем. Что будем сегодня применять? Как мы видим, шприц у меня 100-кубовый. Набил я его ватой, затрамповал, его же поршнем, вот такой вот поршень, и, соответственно, плотненько я его туда затрамповал. Да, кстати, хочу сразу уже отметить, что если будете делать, вату нужно брать не стерильную, потому что стерильная вата может испортить вкус, дать такой запах лекарств, поэтому вату используйте не стерильную. Насос покупал на Алиэкспрессе, как видим, на Алиэкспрессе стоимость его $7,5. Ссылку кому надо оставлю в описании. И вот такой вот регулятор мощности, простенький, тоже на Алиэкспрессе, он $1,5 стоит, тоже, если кому будет интересно, ссылку закреплю в описании. Все очень просто. На приводное напряжение и выход на сам насос. Можно, в принципе, и без него, но, скажем так, мне так удобно. Я только что пробовал, тестировал, скажем так. С регулятором более удобнее, потому что мощность его регулируешь, и, соответственно, скорость фильтрации в том числе тоже. Значит, шланг. У меня там остался от пивной системы кусочки, я его сюда использовал. На входе шланг коротенький, чтобы он, соответственно, в бутыль попал, и можно там закрепился. И второй шланг длиннее, это приемную емкость, ту, которую мы будем получать уже отфильтрованный продукт. Сейчас я его засуну, и будем пробовать. Кстати, я тут уже так думаю, что если можно даже сюда использовать, условно набиваем вот так ваты, потом где-то вот такой слой можно сюда кокосового угля активированно забить. И потом опять же ватой. Я думаю, что если, допустим, если брать сахарную брагу, чтобы получить такой более водочный вкус, можно, кстати, потом еще через этот фильтр попробовать перегнать. Это уже, скажем так, тема отдельного видео. Поэтому сейчас будем пробовать. Сейчас я все закреплю. И начнем процесс фильтрации. Вставляем наш фильтр в бутыль с тем продуктом, который мы хотим отфильтровать. И, соответственно, приемную емкость, шлангочку. Все, и контроллер, регулятор, как это называют, и запускаем. Начал насос работать. Пошла фильтрация. Я постепенно, наоборот, буду задавать. И как видим, соответственно,
пошел процесс фильтрации. Ну, на первый взгляд идет жидкость чистая. Значит, сейчас я бутыль засеку, за сколько времени профильтруется. Ну и потом включусь-то. Так, ну вот закончился у нас процесс фильтрации. По времени 3 литра отфильтровалось на где-то примерно за 7 минут. Значит, ну вот я отобрал. Ну, уже, скажем так, ситуация немного лучше, но все равно еще, скажем так, мутноватность, если как видим, вот присутствует. Я сейчас еще попробую еще раз его профильтровать. Я думаю, ситуация будет получше. Но посмотрим. Поэтому пробуем. Сейчас я эту емкость обратно перелью в этот бутыль. И, соответственно, мы попробуем еще раз его отфильтрую. Второй раз. Закончили мы второй раз фильтровать. Значит, вот я отобрал пробник, значит, при фильтрации. Ну, скажем так, ситуация получше стала, не знаю, может камера так передает, но однозначно ситуация стала получше, но все равно еще, скажем так, момент мутности, помутнения есть. Поэтому, ну, скажем так, система фильтрации справилась где-то процентов на 80. Поэтому, что насос, в принципе, качает хорошо. Даже я пробовал там еле и чуть-чуть тепленький, не нагрелся, но вот уже при втором разе чуть помедленнее, потому что, видать, уже началась вата, началась спрессовываться, и второй раз где-то мне минут за 12 профильтровалась банка. Значит, что касается самого продукта, настаивал я его на дубовых кубиках, насыщенных хересом. Ну, аромат, конечно, просто шикарный. Вот я сейчас фильтрую, ну, вот, особенно если с рюмки понюхать, то просто божественный. Да, продукт получился годный, но, к сожалению, есть вот такие вот моменты в нашем хобби, когда получается пальсенция. Может быть, конечно, немного хвостовых частей я хапанул, но во вкусе их присутствия нету. Но эфирные масла, конечно, дали себе знать при разбавлении продукта. Вот. Поэтому система, что по системе, какой вывод? Вывод такой, что для фильтрации настоек однозначно система годная, особенно для таких продуктов, как малина, клубника, которые имеют вязкие свойства, и вязкий осадок остаются, потому что если через лейку фильтровать, через ватку, ну все равно так не получится отфильтровать. Ну и тут, в принципе, процесс идет автоматизированно, насос качает, поэтому система, скажем так, для вот настоек погодная. Единственное, что можно еще попробовать когда делать дистиллят из сахара, можно вот тут вот шприц, ну условно вот так вот на отметке 30 забить ватой, потом, ну, примерно где-то на 70 до 70 забить активированным углем, ну и потом опять же ватой. И я думаю, что при фильтрации после разбавления будет уже сразу же, скажем так, с водочным вкусом. Поэтому вот для этих моментов как раз эта система и подойдет. Ну, я все равно сейчас дальше еще свой объем продолжу фильтровать. Поэтому можно было, конечно, заморозить его, ну не заморозить, а охладить. Охлажденно потом пробовать фильтровать. Да еще есть тоже такой способ. Ну, повторюсь, уже перегонять его не хочу, потому что не хочу терять ароматические свойства, которые были получены при производстве его. Но факт остается фактом. Поэтому пользуйтесь. Единственное, что тут нужно будет вот это вот дело приколхозить, наверное, какой-то коробочек засунуть. Вот регулятор. Ну, регулятор однозначно, но для удобства это регулируешь скорость.
фильтрации, ну и мощность, соответственно, самого насоса. Видео будем заканчивать. Единственное, что хочу попросить, оставьте в комментариях, у кого какие по этому поводу есть мысли, по поводу очистки вот именно от палесценции. Ну, понятно, что идеальный метод это перегонка, но вот такими, скажем, кустарными способами, как можно продукт очистить, не теряя его вкус-ароматические свойства на выходе. Все, всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, дальше будет много интересного. Подписывайся на канал Distill Nations. Дистилляция вкуса.